Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Вчера мы с вами выполнили сложную коррекцию аквариумного френча со сменой дизайна. На второй руке клиентки, этой же клиентки, мы решили выполнить другую форму коррекции аквариумного френча без смены дизайна. Соответственно, все этапы этой работы совершенно другие. В данном случае мы снимаем материал по минимуму при подготовке ногтей. Обратите внимание, я снимаю только финиш и слегка понижаю апекс, потому что мне его нужно перенести. У нас получится такая себе быстрая коррекция на аквариумный френч, потому что здесь мы только поднимем и перенесем апекс на новое место и больше ничего менять не будем. Пилочкой немножечко заужаю отросшие бока, потому что у нас ноготочек вырос, зажатие ноготка у нас немножечко сросло и начал расти широкий ноготочек, такой, какой он был изначально. Нам это нужно компенсировать, поэтому немножечко заужаем с боковых сторон. На этом же этапе пилочкой обрабатываем натуральный ноготочек. Этим мы его обезжириваем, приподнимаем чешуйки ноготка для того, чтобы обеспечить сцепление между ноготком и искусственным материалом. Далее убираем птеригий фрезером, проходимся по натуральному ноготочку праймером и наносим слой базового геля, все как обычно. Переходим к выкладке материала. В данном случае моделировать мы будем буквально-таки в одну капельку и только замесом. Нам необходимо приподнять стрессовую зону и переместить ее на новое необходимое нам место. При этом на сам френч мы материалом не попадаем, потому что материал непрозрачный и даст нам разводы в районе линии улыбки, нам это не нужно. Поэтому аккуратненько выкладываем чисто ту зону, которая нам необходима. Средний пальчик на этой руке у нас растет в бок, поэтому нам его необходимо повернуть. Я его запилила с противоположной стороны немножечко больше, чем было необходимо, а на эту сторону мне нужно материал доложить. Докладываю непосредственно белым полигелем, довешиваю на воздух ту часть, которой мне не хватает, и получается, что при помощи вот такого перемещения материала я поворачиваю ноготок в нужную мне сторону. А теперь переходим к опилу. Опила здесь совершенно немного. Нам нужно оформить только ногтевое ложе, потому что все боковые стороны уже у нас стоят там, где они должны быть. Единственное, что нижние немножечко пропилились, поэтому мы их поднимаем, этим же компенсируем вниз растущие ноготочки. Единственный минус в таком случае у нас немножечко теряется глубина нашей арки. Но в этом есть смысл вот такой вот быстрой, простой коррекции, в том, что арку мы здесь не сохраняем и не возобновляем. Но теряем мы в арочке совершенно немного, и если в начале у нас арка была где-то 50% круга, то на выходе получаем около 45%.
Выпиливаем внутреннюю поверхность арки, при этом на остальных пальцах нам это в принципе делать не обязательно, потому что арочка у нас сохранилась с прошлого раза. Нам необходимо выпилить и ввести в арку тот материал, который мы довешивали. Вот такая вот коррекция без смены свободного края у нас получилась. Усики, которые я в прошлый раз закладывала с моментом на вырост, стали как раз таки на свое место, и они не телепаются в воздухе, как я вам говорила. В общем, френчик смотрится замечательно, но в любом случае переходим непосредственно к росписи ногтей и созданию дизайна. Дизайн сегодня мы будем рисовать в мазковой технике. Вся прелесть этой техники заключается в том, что она очень быстрая, очень простая и очень легкая, с ней справится даже самый начинающий мастер. Нюанс: сегодня мы рисуем путем набора на кисть 2 оттенков краски одновременно. Рисуем при помощи красок паст, которые продаются у меня в магазине, ссылочку на них я вам оставлю в описании. Кисточки для рисования в этой технике вы найдете там же. К сожалению, стараясь для вас снять наиболее выгодный ракурс, максимально приближенный, я довольно-таки часто выпадаю из кадра, особенно когда увлекаюсь какой-нибудь мелкой прорисовкой. Надеюсь, вы мне это простите, ну и, собственно говоря, ничего уже не поделаешь, вот так вот было снято. Перекрываем наш дизайн финишем и после просыхания финиша выполняем поверхностную прорисовку, которая выделяет самые яркие места в наших цветочках. Ну и как обычно в моем стиле украшаем дизайн стразиками. В принципе, в дизайне стразиков много не бывает, поэтому украшаем именно по вот этому ободочку, который мы себе нарисовали.
такие ноготки у нас сегодня получились. На самом деле вот такая облегченная коррекция займет не более часа вашего времени, ну и плюс 30 минут на выполнение дизайна. Поэтому, как вариант, ее вполне можно взять себе в арсенал. А я надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Не забудьте подписаться на канал, потому что впереди еще будет очень много интересных уроков. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.